Здравствуйте, меня зовут Тельман Раджабов. На данный момент ситуация в республике оценивается как нормальная. В принципе, некоторое время назад мы каждый день встречали выпуск новостей с какими-нибудь событиями, террористическими актами. Но вопросы безопасности являются актуальными всегда. И чтобы обсудить их, мы решили сегодня встретиться с секретарем Совета Безопасности Республики Дагестан Абдулмуслимом Мухудиновичем Абдулмуслимовым. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Давайте начнем с работы Совета. Есть Совет Безопасности, мы об этом знаем, но не все знают, чем конкретно вы занимаетесь и какая у вас такая, скажем, каждодневная работа, либо работа на перспективу. Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые дагестанцы. Салам алейкум, добрый вечер, уважаемый Тельман. Да, Александр. Но следует отметить, что в последние годы Республики Дагестан и руководству Республики Дагестан пришлось решать очень много сложных вопросов. Прежде всего, это были вопросы социального характера, экономического плана, а также, конечно, во главу всего этого стояли вопросы обеспечения безопасности. Прежде всего, безопасности республики, потом безопасности граждан, соблюдение их прав. И основная работа Совета Безопасности Республики Дагестан, которая уже существует более 10 лет, она направлена на обеспечение прав и свобод, вернее, обеспечение безопасности, на проведение государственной политики в области безопасности. Но Совет Безопасности возглавляет, председателем Совета Безопасности является глава Республики Дагестан, в нашем случае Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов. Я являюсь секретарем Совета Безопасности и имеется аппарат Совета Безопасности. Секретарь Совета Безопасности обеспечивает организацию работы всего Совета Безопасности и возглавляет, непосредственно организует работу аппарата Совета Безопасности. А руководит всей нашей работой и возглавляет работу глава Республики Дагестан. То есть такой вопрос, который находится на постоянном контроле. Да, контроле у главы. Следует отметить, что Совет Безопасности это является конституционным органом. Вся работа Совета Безопасности строится на основе, прежде всего, Конституции Российской Федерации, на основе указов распоряжений главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и, соответственно, на основе Конституции, законов и подзаконных актов Республики Дагестан, соответственно, указов распоряжений главы Республики Дагестан, Народного собрания, постановления Народного собрания, решения Народного собрания и, соответственно, других органов исполнительной власти, которые функционируют на территории Республики Дагестан. Но самой главной задачей Совета Безопасности является обеспечение условий для реализации главой республики его конституционных обязанностей и полномочий по обеспечению соблюдения законности и правопорядка в Республике Дагестан. Давайте предметно скажем, примеры. Наверное, ярчайший, который был пример, ситуация была довольно тяжелая. Да? Я хотел бы, чтобы, если кто-то еще не знает об этом, вы были первым, кто отправился в Казбековский район. Да? Хотелось бы, чтобы узнали об этом наши телезрители. И об этом говорил как глава Республики Дагестан, также и глава Чеченской Республики, о том, что вы приехали и вместе с коллегами из Чечни после уже контактировали и непосредственно там находились, непосредственно в селах, где происходили недопонимания, да, между определенными группами людей. Коротко, наверное, по этой ситуации. Вас туда направил глава республики. Тельман, следует отметить, что вся работа моя как секретаря Совета Безопасности строится и согласуется с председателем Совета Безопасности, соответственно, с главой Республики Дагестан. И в данном конкретном случае тоже, когда у нас была такая оперативная информация о том, что определенная
группа людей собирается сначала выехать в соседнюю республику и так далее. Потом они возвращались вместе с жителями соседней республики. Это все у нас все было на контроле, все вопросы. Глава республики на тот момент был в командировке в Москве. Мы периодически были на постоянной связи, все это вопросы согласовывали, все наши действия. Соответственно, мы тут же созвонились и с членами Совета Безопасности, и с министром внутренних дел нашей республики. Он, соответственно, согласно их нормы деятельности, они связались с начальником главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу. Поэтому все вопросы были согласованы, я непосредственно выехал туда. Там совместно с нами был и министр внутренних дел, и первый заместитель министра внутренних дел, и другие ответственные работники нашего Министерства внутренних дел. И самая главная задача была обеспечить соблюдение общественной безопасности и недопущение противоправных действий со стороны лиц, которые вынашивали какие-то там свои незаконные действия, незаконные планы. Поэтому нам удалось встретиться и с представителями соседней республики, с их ответственными руководителями. Мы своевременно работникам правоохранительных органов удалось предупредить и пресечь инцидент. Поэтому работа была такая скоординированная, это наша ежедневная работа. Мы в таком аспекте осуществляем всю свою деятельность, и, как и в данном случае тоже. Это просто ярчайший пример одного из них. Мы с Нигой Шахрудиновичем здесь уже говорили по этим вопросам, обсуждали эту ситуацию. Вот хотелось бы, но не хочется обратно поднимать эту тему, хочется, чтобы там все было мирно и спокойно. Вот у вас хочется узнать, как у человека, который там находился, что вы говорили людям, то есть как вы обращались к людям, это не имеет значения, это чеченцы, дагестанцы, чеченцы и аварцы, да, кто там был, это все были дагестанцы, это все жители нашей республики. Да. То есть с каким обращением вы выходили к народу? Мы сначала, когда туда приехали, там уже представители чеченской национальности собирались, имеется в виду дагестанцы, и которые оттуда приехали, представители соседней республики, в одну из мечетей селения Ленаул. Соответственно, немедленно мы туда приехали, сели, выслушали всех обоих. И самая главная наша задача была, чтобы успокоить тех людей, у которых были горячие головы, надо было остудить их пыл, и представителей соседней республики. И мы людям объяснили, что такими методами проблемы не решаются. Потому что всем известно, что по восстановлению Аугурского района имеется решение Третьего съезда народных депутатов Республики Дагестан. Потом руководством Республики Дагестан соответствующая законная работа, которая предусмотрена и согласована с руководством российского государства, там проводится. Следует отметить, что по выселению оттуда или по переселению, вернее, это точнее будет сказать, по переселению лакского населения тоже соответствующая работа сделана. Поэтому там есть согласованный со всеми разработанный план мероприятий, который держит на контроле руководство республики. И я лично, когда обращался, тоже всем говорил, что все делается согласно плану. А от того, что кто-то где-то что-то будет говорить, у кого-то какие-то планы, мы не собираемся подаваться на какие-то провокации, и поэтому мы их призывали к благоразумию. И, соответственно, можно сказать, на данном этапе это нам и удалось. И здесь следует отметить, что подъехал туда и член правительства, министр транспорта и энергетики Республики Дагестан Сагид Башадарович Умаханов. Мы с ним выехали и встретились с представителем аварской национальности, тоже в администрации, около администрации селения Ленаул. И там тоже и он, и я всех призвали к спокойствию, что вопрос будет решен согласно закону, и никому не стоит там высказывать незаконные заявления, делать или так далее и тому подобное. Потому что это известна земля, на которой жили представители всех народностей Дагестана. И там они жили, там они живут, там они и будут жить.
просто в последнее время используя вот всякие социальные сети или так далее и тому подобное, люди, которые ничем себя не проявили, хотят как выскочить, где-то выступить, о чем-то говорить, призвать к чему-то. Но, во-первых, руководство республики, руководство страны ничего подобного не допустит. Это не 90-е годы, это не те годы, когда где-то правил беспредел, люди жили по понятиям. Мы, слава богу, благодаря главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, прежде всего его умной, такой тонкой политике и в национальном вопросе, у нас на территории Российской Федерации все такие конфликты решаются законным путем. И в данном случае глава республики Рамазан Гаджимурадович, он после этого выехал и встретился с представителями Наволакского района, встретился с представителями Казбековского района, где присутствовали, был актив и представители всех народностей, которые проживают на этой территории. Он тоже сказал, у нас четкий государственный подход к решению этого вопроса. Поэтому лично мы тогда тоже призывали всех на всякие провокации не поддаваться, что имеется соответствующее решение, есть соответствующий план мероприятий, или, как сейчас модно говорить, дорожная карта, что Министерство по делам Северного Кавказа Российской Федерации, правительство Российской Федерации делает все, что как положено, все по закону, и поэтому по шагу все вопросы решаются. То есть лучше даже не усложнять такими вещами. Да, наоборот, да. И Рамазан Гаджимурадович в своем выступлении тоже сказал, Рамазан Гаджимурадович – это человек, который одним из первых в постсоветском пространстве занимался национальной политикой. И когда первые ленинские события были в те далекие 90-е годы, он сам туда проезжал, да. И он участвовал в разрешении конфликтов и осетино-ингушском конфликте и так далее. Когда он работал в руководстве, был одним из руководителей нашего государства, поэтому и он тоже сказал, все будет решаться согласно закону. И каждое такое незаконное действие граждан, наоборот, оттягивает решение этих проблем. Потому что приходится заниматься этой ситуацией. Да, потому что приходится заниматься этой ситуацией, вместо того, чтобы заниматься монотонной работой. Более того, когда Рамазан Гаджимурадович там был, он дал конкретные указания и поручения правительству и непосредственно членам правительства, которые там присутствовали, чтобы они разработали планы по социально-экономическому развитию и Казбековского района, и Наволакского района. Поэтому все идет в рамках закона. Абдулмуслим Абдулмуслимович, в последнее время мы вас часто замечаем, скажем так. Это нехорошо. Да, то есть для Совета Безопасности, для секретаря, это, наверное, не очень хорошо. Но в каком ракурсе? Да, уже во многих, в принципе. Мы замечаем, что Рамазан Гаджимурадович вовлекает Совет Безопасности. Ну, наверное, это связано с тем, что у нас мирное такое относительно время, да, довольно спокойное, и слава богу, чтобы так было дальше. Но вас сейчас вовлекают в работу, вот из последнего, что мы заметили, с образованием, например, да, что Рамазан Гаджимурадович говорит, был такой некий тезис, если обобщенно передать его, что вопросы образования – это вопросы безопасности. Как вы вовлекаетесь в эту работу сейчас? То есть, что на вас возложил глава республики и что вы делаете в этом вопросе? Ну, здесь, Тельман, я должен отметить, ради справедливости, у нас, согласно положению о Совете Безопасности, имеется соответствующий план мероприятий на каждый год. И согласно положению о Совете Безопасности предусмотрено, чтобы ежеквартально мы собирались на Совете Безопасности и рассматривали вопрос, касающийся именно государственной политики Республики Дагестан, в части обеспечения безопасности республики и безопасности граждан там проживающих, и соблюдения прав, свобод граждан и так далее. И, ну, помимо этого, приходится решать на заседаниях Совета Безопасности или совещаниях при Совете Безопасности такие вопросы, которые касаются, как мы говорим, форс-мажорных обстоятельств. Например, в прошлом году все мы знаем, что в результате этих проливных дождей в Махачкале какая ситуация сложилась в санитарно-эпидемиологическом плане. И, соответственно, ухудшилась экономическая обстановка. Потом, в связи с тем, что
экологическая безопасность, так же, как и экономическая безопасность, промышленная безопасность, общественная безопасность. Да, поэтому это касается прежде всего безопасности наших граждан. Такие вопросы мы в неплановом порядке, мы собираем материал, мы консультируемся с научным советом, который имеется при Совете Безопасности. Мы обязательно получаем экспертную оценку и анализ тех специалистов именно в данном направлении, поэтому такие совещания проводятся, вернее, такие заседания Совета Безопасности, и совещания тоже проводятся. Так, например, в прошлом году, как я уже подчеркнул, про санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе Махачкале, про экологическую ситуацию, было создано соответствующее заседание Совета Безопасности, и на котором рассматривался вопрос состояния дел вообще в этом направлении. И после этого было принято соответствующее решение. В результате реализации этих решений, можно сказать, на территории города Махачкалы удалось разрешить многие вопросы, касающиеся именно экологической безопасности. Вот, например, один пример, да? Вот эта мусорная свалка около Махачкалы, она десятилетиями горела. Сейчас же она не горит. Вот в результате принятых мер. Я просто пример привожу. Или, например, обстановка с питьевой водой в городе Махачкала, она же касается, прежде всего, безопасности и здоровья граждан. Это тоже наша сфера деятельности, имеется в виду сфера деятельности Совета Безопасности. Поэтому этот вопрос тоже обсуждался. И более того, распоряжением главы республики при Совете Безопасности создана соответствующая комиссия, которую возглавляет председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Я являюсь заместителем этой комиссии. Туда, в эту комиссию входят и министры, и вице-премьеры, и эксперты, и специалисты. И, можно сказать, в результате принятых мер все мы уже знаем, что вступает уже в действие третий водовод и очистительные сооружения в городе Махачкале. И практически город Махачкала будет питаться экологически чистой водой. Она вот будет идти с Сулакского, вернее, с реки Сулак, с Мятлинского водозабора, и до Махачкала вода пойдет по 3 нитям, диаметр которых составляет 1,4 метров. И, соответственно, и новые очистные тоже построения. Вот сейчас, например, как раньше, будем говорить нашим старым дедовским методом, воду не будут хлорировать там. Там будет проводиться гальваническая очистка воды. Вот в аппарате Совета Безопасности работают достаточно грамотные ребята. Они действительно прошли большую школу работы, будем говорить, в органах правоохраны. И они знают, где какой закон нарушается, и, соответственно, мы готовим докладные аналитические записки главе республики. И это и наша функциональная обязанность заниматься анализом складывающейся ситуации в плане обеспечения безопасности по республике. Поэтому то, что касается, вот вы тоже мне сейчас этот вопрос задали, мы тоже получили и в ходе подготовки этого заседания, неочередного заседания Совета Безопасности по повышению качества образования, где Совет Безопасности и где образование. Но да, инициатором всего этого была вице-премьер Толстикова Екатерина Андреевна, которая ранее работала заместителем министра образования Российской Федерации. Да. Сейчас она у нас работает в правительстве заместителем и курирует данное направление. И, соответственно, она уже работает около 8-9 месяцев, провела соответствующий анализ. Она представила нам свой анализ именно складывающейся ситуации в этом плане. И параллельно основополагающим, будем говорить, одним из основополагающих документов нашей деятельности является доктрина национальной безопасности России, подписанная и утвержденная Владимиром Владимировичем Путиным. И мы всю работу строим в выполнении тех решений, тех проблем, которые там есть, обозначены в этой доктрине касательно нашей республики. И в этой доктрине национальной безопасности России образованию придается самое пристальное внимание. Потому что если мы уже увяжем его непосредственно с нашей республикой, вот, например, был период, как и по всей постсоветской России, да, был такой период, что
в каждой школе, в каждом учебном образовании по несколько десятков учебников были по одному направлению. Вот, например, если мне память не изменяет, в высших учебных заведениях было более 30 учебников по всеобщей истории, более 30 авторов разных. Но единой методологии не было, методики в данном направлении. И я, конечно, не специалист в этом направлении большой, но Екатерина Андреевна подготовила соответствующий материал. Мы пригласили туда всех работников данной сферы, пригласили туда специалистов министра образования, соответственно, всех членов Совета Безопасности, а также присутствовали там начальники управления образованием, присутствовали начальники управления образованием городов, районов и главы муниципальных образований городов, районов. И действительно обсуждался вопрос, почему у нас в республике анализ, который сделала группа под руководством Екатерины Андреевны, показал, что качество образования не на таком уровне, не на должном уровне. Я не скажу, что низкий уровень, но не на соответствующем. Лучше, да. Поэтому мы этот весь анализ представили, и у каждого был так называемый раздаточный материал, и мне очень приятно было, как многие главы муниципальных образований там же начали вчитываться в эти цифры, вникать в эти цифры. И поэтому разговор состоялся обстоятельный, на котором выступили и главы некоторых муниципальных образований, и основной докладчик была сама Екатерина Андреевна. Поэтому мы на это смотрим. Если, например, человек не будет образованный, соответственно, он не получит соответствующего образования, в данном случае мы живем в светском государстве и светского образования, тогда можно ожидать от этого подрастающего поколения, что они забудут вообще шелест и шорох этих книг и учебников, и они получат так называемое кнопочное образование через интернет. Это может быть опасным, да? Это может быть опасным, потому что индивиды общества. Да, потому что вы же видите, вот, например, к чему привело то, что вот такой вакуум именно был в тот период, в 90-е годы в образовании, к чему оно привело. Десятки, сотни дагестанцев сегодня где находятся? Они находятся в Сирии. Кто их туда потянул? Если бы у них было бы соответствующее светское образование, если мы заполнили бы, извините за выражение, их мозги соответствующим образованием, классическим образованием, они же там не оказались бы. Вот мы вынуждены уже заканчивать, Абдулмуслим Мухидинович, и напоследок у нас совсем мало времени. Вот хотелось бы, наверное, вот по вопросу, который все-таки не сходит с нашей повестки дня, который сейчас затронули, о нахождении наших жителей, да, республики в Сирийской республике. Скажите, вот сейчас как вы можете оценить ситуацию? Ситуация уже изменилась, качественно изменилась, мало, либо вообще не уезжает уже от нас? И что вы делаете для того, чтобы, ну, кроме таких долгосрочных мер, вот краткосрочно, что вы делаете для того, чтобы не допускать уже таких ситуаций? Здесь следует отметить, что основными, будем говорить, постоянными членами, не основными, даже постоянным членом Совета Безопасности является министр внутренних дел Республики Дагестан, в данном случае Абдулмуслим Магомедов, и обязательно начальник управления Федеральной службы безопасности Республики Дагестан. Сейчас у нас новый начальник Усов Олег Леонидович, и также руководители Следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан, потом и других служб. И вопрос соблюдения общественной безопасности, во главу угла нашей деятельности. Мы ситуацию, сейчас модным словом будем говорить, в этом направлении мониторим со всеми структурами и органами правопорядка. И что вы видите, какая ситуация сейчас? Вот, например, я пример приведу. Да, вот мы прекрасно знаем, какая ситуация была несколько лет тому назад, например, в Южном Дагестане. Сложная была ситуация. Очень сложная ситуация была. Благодаря очень четким, скоординированным, профессиональным действиям наших подразделений органов правопорядка нам удалось там ситуацию стабилизировать. И сейчас практически в Республике Дагестан нету, как раньше были какие-то диверсионно-террористические группировки. Есть какие-то осколки. Министерство внутренних дел и вот это вообще все спецслужбы, они очень большую работу проводят. И, конечно, во главу всего этого угла стоит оперативный штаб в этом направлении и наша антитеррористическая комиссия.
Вот недавно буквально здесь было выездное заседание антитеррористической комиссии, на котором заместитель директора Федеральной службы безопасности и одновременно руководитель, секретарь антитеррористической комиссии отметил, что работа нашей антитеррористической комиссии призвана одной из лучших в Российской Федерации, потому что они работают вплотную с главами муниципальных образований. И Рамазану Гаджимурадовичу самое главное лейтмотив его действия было, он заставил работать органы местной власти, органы исполнительной власти. Я должен, пользуясь сегодняшним временем, предоставленным вами, через эфир выразить большое спасибо и духовному управлению нашей республики во главе с Ахмад Хаджи. Очень большую работу делает. Потом очень большую работу делает епископ Грозненский, Махачкалинский, Варлам. Очень большую работу делают. Они совместно хорошую, большую работу делают Общественная палата. И вообще вся общественность Дагестана. Если бы народ Дагестана сам не встал бы против террора, в Дагестане такого порядка не было бы. Я хочу вас поблагодарить за разговор, который у нас состоялся, я думаю, обстоятельный. И хочу поблагодарить вас от лица всех дагестанцев за ту работу, которую вы каждодневно делаете для обеспечения безопасности в нашем регионе. Спасибо. Спасибо всем. Самое главное достояние и достижение – это мир и покой на нашей земле, ради чего мы работаем. У нас в гостях был секретарь Совета Безопасности Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Мы говорили о том, как обеспечивается современное время безопасность в нашем регионе. Ну а с вами был Тельмар Раджабов. Оставайтесь на РГВК Дагестан.